Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, я косметолог, и сегодня вы узнаете, как в домашних условиях очень быстро омолодить даже самую дряблую, видающую кожу. Маска отлично подтягивает овал лица, в момент подсыхания дает хороший лифтинг-эффект. Сегодняшняя маска подходит для всех типов кожи. Сделайте маску 2 или 3 раза в неделю, чередуя ее с другими масками, рецепты которых вы можете найти на моем канале. Эту маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней и использовать в недельном уходе. После применения этой маски поделитесь своим впечатлением и напишите свой отзыв в комментариях. И давайте приступим. Для сегодняшней маски нам понадобятся простые доступные ингредиенты. Возьмите соль. Для достижения наилучшего эффекта используйте морскую соль. Если у вас нет морской соли, хорошо подойдет также и обычная поваренная соль. Можно и иодированную соль использовать. Главное условие, чтобы соль не имела крупные кристаллы, так как в момент нанесения и смывания крупные кристаллы соли могут травмировать кожу. Поэтому, если имеется у вас мелкая соль, то предпочтение отдавайте ей. Также, если у вас есть крупная морская соль, вы можете перемолоть ее в кофемолке и использовать для приготовления домашних масок. Нам понадобится 1 чайная ложка морской соли. Соль возьмите без горки. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится рисовая мука. Рисовую муку вы можете приготовить самостоятельно. Возьмите небольшое количество белого риса, не промывая его в сухом виде, перемелите в кофемолке и используйте для приготовления домашних масок. Рис хорошо взаимодействует с солевыми масками, так как хорошо уплотняет кожу, улучшает цвет лица и смягчает даже самые глубокие морщины. Рис возьмите без горки, 1 чайную ложку. Тщательно смешайте сухие компоненты. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится сок алоэ. Можно использовать свежевыжатый сок алоэ, также хорошо подойдет гель алоэ или алоэ вера. Если вы используете для приготовления домашних масок густой гель, то разведите его с кипяченой водой пропорции 1 к 1, так чтобы получилась жидкая консистенция. Это облегчит процесс приготовления домашних масок. Также подойдет и свежевыжатый сок алоэ. Если у вас есть растение алоэ на подоконнике, то срежьте лист, уберите толстую кожицу, отожмите мякоть и используйте для приготовления домашних масок. Нужно взять 1 чайную ложку сока алоэ. Сок алоэ отлично увлажняет кожу, хорошо питает, взаимодействует с предыдущими ингредиентами. Затем тщательно смешайте все компоненты. На этом этапе маска должна иметь очень плотную и густоватую консистенцию. Главное условие, чтобы все компоненты вошли во взаимодействие. В процессе приготовления этой маски соль будет слегка растворяться и кристаллики соли будут смягченными. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится мыльный компонент. Можно использовать обычное мыло. Предпочтение отдавайте мылу глицериновому, детскому, либо оливковому. Также подойдет для сегодняшней маски и пенка для умывания. Хорошо подойдет и пенка для бритья. Возьмите 1 чайную ложку пенного состава. Кстати, если у вас пенного состава нет, то натрите мыло на очень мелкой терке, залейте сверху кипяченой водой, подержите на водяной бане до получения однородной консистенции и используйте мыльный состав для приготовления домашних масок. Затем тщательно взбейте все компоненты. В момент приготовления масок не торопитесь, тщательно взбивайте ингредиенты. От этого будет зависеть качество маски и тот эффект, который она окажет на вашу кожу. Также соблюдайте не только рецептуру добавления компонентов, но и порядок их добавления. Это также будет влиять на качественность домашней маски. На этом этапе тщательно взбейте все компоненты так, чтобы получилась однородная приятная консистенция. Все свои рецепты домашних масок я показываю в реальном режиме времени. Для того, чтобы дома сделать качественную маску, гораздо лучшую, чем вы покупаете в магазине, понадобится всего лишь 7 минут.
Маска должна иметь вот такую пышную, воздушную и однородную консистенцию на этом этапе. Следующий компонент, нам понадобится косметическое масло жожоба. Можно использовать также масло, которое подходит к вашему типу кожи. Масло жожоба отлично питает кожу, хорошо смягчает, уплотняет. Также масло жожоба размягчает и убирает даже самые глубокие морщины. Нужно взять 10 капель косметического масла жожоба. Кстати, косметическое масло вы можете заменить на масло миндальное, масло персика, масло виноградных косточек или зародышей пшеницы. И тщательно взбейте все компоненты до получения однородной приятной консистенции, так чтобы они вошли во взаимодействие. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится глицерин. Глицерин – это маслянистая, прозрачная, бесцветная жидкость, не имеющая запаха, со слегка сладковатым вкусом. Глицерин усиливает увлажняющее воздействие сока алоэ. Не используйте глицерин для нанесения на кожу в чистом виде. Применяйте только добавляя в домашние маски или домашние кремы. Нам понадобится 10 капель глицерина. И также тщательно взбейте все компоненты. Маска имеет приятную консистенцию. Наносите все домашние маски на подготовленную кожу. Перед маской сделайте кислотный скраб или пилинг. Возьмите 3 или 4 таблетки ацетилсалициловой кислоты, другое его название аспирин, 0,25 мг. Возьмите 3 таблетки, размочите их водой комнатной температуры, кашицу нанесите на умытую влажную кожу лица, кожу шеи, кожу зоны декольте. Не наносите кислотные скатки на кожу вокруг глаз. Также кислотную скатку можно нанести и на кожу рук. Она отлично убирает пигментные пятна, очищает закупоренные поры, убирает черные точки и комедоны, отлично отшелушивает верхний ороговевший слой клеток, дополнительно подлечивая молодые здоровые клетки. Наносите кислотную скатку в течение 3 минут. В момент нанесения сделайте скрабирующий массаж. Оставьте еще примерно на 2 минуты. Затем смойте кислотную скатку водой комнатной температуры, промокните махровым полотенцем и приступайте к нанесению домашней маски. Для жирного типа кожи кислотную скатку нужно делать 1 или 2 раза в неделю. Для сухого типа кожи сделайте кислотную скатку 1 или 2 раза в месяц, чередуя ее с домашними скрабами, рецепты которых вы можете найти на моем канале. Эту маску нужно наносить одним толстым слоем по кожным массажным линиям. Нанесите эту маску на кожу лица, на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Также эту маску можно нанести и на кожу вокруг глаз. Не забывайте, остатки домашних масок наносите на кожу рук. Держать маску нужно не более 20 минут. Затем размочите лицо влажным махровым полотенцем и смойте маску водой комнатной температуры. Нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.